Всем привет! Вы на канале Toy House, и сегодня мы будем с вами собирать военную колонну. Да, покажу вам мою коллекцию военных машинок, а потом с помощью масштабной линеечки мы измерим ее длину, которая масштабная линейка переводит сразу в метры. Вот видите, смотрите, масштаб 1,43, и получаем, как бы, вот это метры уже идут. Видите, 1 метр, 2. Посмотрим ради интереса, какой длины у меня получится военная колонна. Итак, начнем мы сначала с маленьких автомобилей, потом перейдем побольше, ну и, соответственно, закончим там танками и различной такой тяжелой техникой. Итак, первый у нас вот такой вот малыш. Все это в масштабе 1,43. Это у нас ГАЗ, если я не ошибаюсь, сейчас скажу вам какой. ГАЗ-64, а в простонародье его звали Козлик. Самое прикольное в этой модельке то, что вот двигается стеклышко. Ну что ж, первый герой. Давай на самое начало его туда далеко-далеко ставлю, потому что чувствую, прямо у меня все не поместится. Следующая модель у нас также из небольшой серии. Не знаю, можно ли отнести это к военному автомобилю. Ну, так как зеленый пусть будет у военных. Я думаю, что, скорее всего, это делалось все равно для военных. Это ЛУАЗ. ЛУАЗ, а конкретно у нас ЛУАЗ. Ну-ка, вот здесь вот надпись. 967 М. В общем, вот такой вот, это, я так понимаю, автомобиль-амфибия. И также отправляется он туда. Уехал и встал. Оставляю примерно полметра расстояние. Скорее всего, придется в два ряда, наверное, ставить, я уже так думаю. Ну, ладненько. Следующий автомобиль тоже у нас из серии водоплавающих, так сказать. Вот такой вот, похож на лягушку. Согласны со мной? Кто согласен, пишите комментарии. В общем, весла. Это, кстати, автомобиль для десантников был. Вот видите, здесь даже винт есть у нас. И так, с этой стороны у нас снизу, что написано? ГАЗ-46. И есть такой, кстати, в масштабе 1,24. Может быть, приобрету и покажу вам. Отправляется также туда. Такс. И поехали. Классика жанра, да? Нет, классики не будет. Давайте вот такую покажу вам автомобиль. Тоже это ГАЗ у нас. Также считается военным автомобилем. Ну, скорее всего, не скорее всего, а как бы использовался все равно гражданскими в каких-нибудь сельских поселениях, труднодоступных местах. Это БТР-40 у нас. Потому что, видите, нет вооружения здесь на нем. И вот так вот выглядит внутри. Ставим его. Насколько маленький он, небольшой по сравнению с современными БТРами. Так, мне кажется... Ладно, что мне кажется, потом вы все увидите. Вот такой вот УАЗик-прототип. Здесь у меня даже на номерах я делал номера. Я делал парады, кстати, есть у меня на канале, можете посмотреть. Все это дело в свободном доступе, так сказать, можете глянуть. УАЗ-3172. Вот такой вот интересный, в принципе, экземпляр, но, к сожалению, это только лишь прототип. Ставлю его также в колонну. Следующий УАЗик более знаменитый для всех. Это у нас 469. Но у него цвет, видите, как бы салатовый больше. Это наш автопром делает. Я его сделал уже сам. Сделал под гвардию. Вот, в общем-то, здесь у нас гвардия СССР, гвардия СССР. Это все сам покрасил. Спереди также покрасил номера. Вот такие вот всякие декалечки приклеил. Ну, в общем, стал он у меня военным автомобилем. Но на самом деле он, конечно же, очень сильно отличается цветом. Потом вы увидите, когда я вам покажу всю колонну. Итак, следующий УАЗ. Вот такой вот современный. Это УАЗ Комбат. С пулеметом идет. Очень классная, здоровская модель. Здесь даже окраска такая здоровская. Прям напоминает очень сильно, прям как у военных автомобилей. Спереди вот есть небольшие подтеки. Мне не нравится клея. Но, тем не менее, как бы модель получилась зачетная. Делает это Диагостини. Башня у нас не крутится. Но пулемет прям зачетный. Такой. Снизу выглядит вот так вот. Диагостини УАЗ-3132 Гусар. И так, вообще, по идее, в начале колонны едет какой-то ВАИшный по правилам автомобиль. И в конце также едет какой-то сопровождающий автомобиль. Но у нас будет так, как бы, ну, просто колонна, да? Например, для какого-то парада. Скорая помощь. Также сделал ее сам. На самом деле, это обычная буханочка была. Ну, сделал медслужбу. Служат еще такие 100% у нас можно встретить. УАЗ-451М, масштаб 1,43. В общем, вот такая вот скорая. Ставим ее также в
колонну. И видите, уже колонна появляется немножечко здесь. Следующая моделька у нас вот такой вот УАЗик, тоже 451. Это у нас саратовская модель. Она выполнена из пластика, но очень как бы тоже здоровская. Легкая она, конечно, но тем не менее такая, знаете, ламповая моделька. Но это не скорая, но тем не менее будет у нас типа а-ля скорой помощи. Даже здесь, видите, 3962. Но здесь может неправильная быть маркировка. Видите, как детализированно сделано днище. Ну, хотя здесь у Диагостини тоже неплохо. И этот, знаете что? Это УАЗик 451. Он только лишь заднеприводный. Вот отличие, я вспомнил этой модели. У него только лишь задний привод. А вот это, видите, полноприводное. Ставим его сюда. И пошли потяжелее модельки. В общем, ребята, пришлось мне сдвигать, потому что как бы я подумал, что точно, наверное, не вместится. И придется, скорее всего, колонну свою собирать в 2 ряда. Потому что я так не измерю. Я хотел на ровном вот этом участке все измерить. Ну, короче, не получается. Это Град. Знаменитый Град от компании Modimio. Очень тоже классная, интересная моделька. Здесь все у нас подвижно. Даже отваливаются элементы. Откуда ты упал, дружок? Ну, он, по-моему, просто закрепляется здесь. Да. Просто закрепляется. В общем-то, каким-то образом. Ну, ладно, потом закреплю. В общем, здесь вот так вот он в рабочем состоянии. Лапы откидываются и, соответственно, работает. Сейчас я вам скажу правильное название данной модели. Это у нас ЗИЛ-131 Град 1. Масштаб 1.43. Так, давайте его в положение, так сказать, передвижное поставим. Поехали. Подъехал. Я говорю, не вместится. 100% не вместится. Придется ставить в 2 ряда. Шишига. Знаменитая Шишига. Вот такая с кунгом. Тоже здоровская модель. Тоже уже на номерах у меня. В общем-то, модель тоже от компании Диагостини. Ошибся. Modimio. К66. Ну, короче, К это кунг, наверное, обозначает. Не написали, к сожалению, что это ГАЗ-66. Ну, знаменитая Шишига. Так, ставлю ее. Следующий у нас экземпляр. Вот такой вот красивый ЗИЛ. Парадный. Парадный ЗИЛ. По идее, должен быть трал, но его нету. И, в общем-то, какой-нибудь танк, например, перевозить. Очень здорово иметь в коллекцию ЗИЛ-131НВ. Это все было уже. Это я ничего не красил. В общем, он такой вот. Такой и шел. Здесь, видите, значок гвардия. Это все было. Ставим его сюда. Следующая модель. Ну, нельзя ее назвать военной, но, тем не менее, у меня военная. Это вот такой вот газончик. Получается у нас ГАЗ-3308. Наши грузовики Диагостини. Здесь люди написано. Этот у нас снимается. Люди у нас просто лежат здесь. Лавочек у нас нету. Хотя там, по-моему, откидные борты были в таком. Но их не видно здесь почему-то. Ставим сюда. Вот эта колонна. Вот эта колонна. Следующий экземпляр. Ну, тоже нельзя сказать, что военный. Но, тем не менее, военные года этот автомобиль очень много помогал. Это ГАЗ АА. Полуторка знаменитая. Здесь у меня хлеб. Хлеб можно, конечно, убрать. И, в принципе, будет у вас вот такая вот модель военного автомобиля. Ставим его сюда. Его надо было на почетное место, наверное, грузовиков поставить. Давайте вот так вот ретро поставим вперед. И еще один ретро-грузовичок у меня есть. Это вот такой вот ЗИС. Он у меня полевой мобильный госпиталь. Тоже это все сам сделал. ПМГ-41. Модель от компании Диагостини. ЗИС-151. Ну что ж, ребята, место у меня закончилось на этом. Сейчас я вам покажу, а модели еще есть в целом. Поэтому, наверное, сейчас сделаю эту колонну в 2 ряда. И уже будем продолжать дальше, потому что, как бы, померяем длину, как бы, ну, вот так поставим их, соответственно. Например, вот так. Газончик, тут ЗИС.
Там у меня еще одна шишига. И уже измерим тогда длину вот в таком вот исполнении. Больше не знаю, как сделать. Так, пошел ставить. Все, поставил. Сейчас давайте вам ради прикола покажу. Вот она. Колонна военной техники идет. Ну и у нас еще есть продолжение, поэтому продолжаем дальше. Собираем свою колонну. Итак, значит, дальше у нас идет вот такая вот ГАЗ, по-моему, 65, если я не ошибаюсь, 62. Это прототип Шишиги был. Я его тоже сделал военным автомобилем, но по факту он таким не является. Это была как бы экспериментальная модель. Крыша, кстати, с тентом, обратите внимание. Ну, в общем, мы отнесем ее тоже к военным автомобилям. Следующие довольно интересные экземпляры. Это два КРАЗа. Здесь не удивляйтесь, что он в таком состоянии. Этот автомобиль у меня является, так сказать, ну, строю дороги с помощью него. КРАЗ, в общем. Ну, зато получился такой зачетный. Его чуть-чуть подделать, прям будет прям хорошая диорама с ним может получиться. Медслужба это у меня. Так, это не открывается уже почему-то. В общем, сейчас скажу вам название модели, если найду. Где-то тут должна быть, но ее нету. В общем-то, пишите, что это за модель КРАЗа. Так, и есть еще один кразик. Кразики поставим рядом. Сюда поставим еще, у меня есть моделька. Опа. Вот такой вот кразик, посмотрите, экскаватор. Тоже здоровский вообще автомобиль. Тоже отношу его к военным. Ну, за счет цвета, конечно, можно повесить номера и будет вообще здорово. Это у нас КРАЗ 260. Видите, фары у них как бы морда передняя немного отличается. В общем-то, поехали дальше. Так, давайте шишигу, наверное, мы чуть-чуть уберем. Куда-то поставим ее рядом с шишигой. Тут полуторочку уберем. Ретро-автомобили вперед поставим. Так, следующая модель. Вот такой вот Урал К-4320. Вообще классная моделька. Мне очень нравится. Единственное, да, тоже цвет чуть-чуть отличается. Немножко, но не сильно. Вот такой вот. Красавчик. Просто, я считаю, красавчик. Пишите комментарии, если тоже так считаете. Но эта модель вообще зачетная. Моделька от компании Madimil. Масштаб 1.43. И здесь был косяк. Вот эта вот штука была приклеена неправильно. Все ее переклеивали. Поэтому, если будете вдруг приобретать модель, новую, допустим, и будет у вас вот здесь вот этот выхлоп, не выхлоп, это воздухозаборник для Кунга, неправильно прикреплен, не переживайте. Просто переклейте его и все. Ставим его сюда. Потом напишите комментарий, какая модель вам больше всего понравилась. Следующая модель, ребята, редкий гость. Это Эликон. Эликон, и это КамАЗ у нас. Но КамАЗ я не помню название его. Какой-то очень интересный, может быть, здесь написано будет. В общем, он коротыш такой. КамАЗ двухосный идет. Рама из металла. Вот здесь КамАЗ. Просто что-то написано у нас. И все. Напишите комментарий. 100% вы знаете, что это за КамАЗ. Я вот забыл название. Такое прикольное какое-то название. И не помню. В общем, такой вот эликоновский КамАЗик. Прям вообще вот. Он вот здоровский. И еще один эликоновский КамАЗ. Вот, кстати, машина будет в сопровождении. Вообще он типа а-ля пожарный был. Вот здесь, кстати, написано Камский грузовик 4310. А вот здесь не написано случайно на этом. Нет, на этом вот ничего не написано. Так, достаем. О, сейчас прям коробочку неохота рвать. Все это такое раритетное, можно сказать. Приобрести данные модели можно еще, продаются. Можете поискать в каких-нибудь на сайтах объявлений тех же, либо в каких-то модельных магазинах. Должны они быть еще в продаже. Оп. Ящичек. Упал ящичек какой-то. Интересно. А, вот отсюда, наверное, сзади. Вот он, ящик здесь крепился. Вот такой вот КамАЗ. С кунгом таким. Вообще пожарный. Считается как пожарный насос, либо что-то в этом духе. Ну что ж, ребят. Здесь стол практически заполнен. Опять сдвигаюсь и продолжаю дальше показывать. В общем, вот так вот эта штучка сзади выглядит.
Ну и вот так вот внешний вид. Не знаю, для чего она нужна. Ну, в общем-то, как-то так. Видите, здесь рабочие мосты, кстати. Сейчас где встретишь такую модель с рабочими мостами-то? Потрясающе. Делали раньше. Причем они, видите, в разный ход у них. Влево-вправо ходит. Круто. Люблю Эликон. Ну что, ребят, пошла тяжелая артиллерия. Это у нас БМПшечка. Все это в масштабе 1.42. Боевая машина пехоты. Двигается дуло. А какой я сказал? Все в масштабе 1.43. Все в масштабе 1.43. Вот заговорился я. Ну, просто классная моделька. Мне нравится она. Ставим его сюда. Резиновые гусеницы идут. БТРчик. Ну, БТРчик давайте мы его в конце поставим. Просто он у меня в руке был. Тоже БТР-80А. Современный БТР. Видите, здесь современная башня с современным оборудованием. И расцветочка такая. Тоже довольно интересная, необычная. Оптика, причем здесь, смотрите, как сделано. Тоже неплохо. Ставим его. Так, надо сдвигать чуть-чуть плотнее. В общем, даже не остается у нас, получается, никаких прогалов. Танк, ребята, конечно же, куда без танка. Т-72. Поворотная башня. Пулемет. Траки вот эти резиновые. Т-72БР. Масштаб 1.43. Делала компания Мадимил. И легенда. Легенда у нас, значит, Т-34, ребята. Вот такой вот танчик. Хоп-хоп, двигается дуло. Здесь у нас. В общем, танк-освободитель. Легендарный Т-34-76. Ну и все. Вся колонна готова. Чуть-чуть сдвинем, чтобы поставить наш Т-34. Хотя ее тоже было можно поставить в начало. Обычно парады так и начинаются. И покажу вам всю колонну сверху, как это выглядит. И потом будем измерять. Вот такая вот, посмотрите, колонна получилась у нас. Просто обалдеть. Ни конца, ни края, как говорится. Вот так вот ставлю сюда. На бардак, на макете внимания не обращаем. Вот это вот убираем отсюда. Оно нам не надо. И поехали отсюда. Смотрите. Фух, какая. Прям реально колонна. Колонища, я бы сказал. Это просто обалдеть. Вот это тоже мы убираем отсюда. Круто. Ну куда ты положил? Вот так вот. Ну а теперь у нас ответственный момент, ребят. Давайте измерим длину данной колонны. Сколько у нас получится. Берем метры. Давайте отсюда тогда пойдем сначала. Вот так вот. Ну, все это примерно. Хотя бы, потому что все на глаз делается. Так, 13 метров есть у нас. 13, 26. 26. Сюда у нас вот так вот кладем. 26. И 3 это 29. 39. 39. 39 плюс 2 это у нас сколько? 42. 39 плюс 3, вернее. 42. 52 получается. 52. 52, 55, 65. 65. 65, значит, плюс, получается, 13. 65 плюс 13. Так, 8. 78, да? 78 и 8. 78 плюс 8. Это 86 метров. Вот это вот, ребяточки, колонна получилась. 86 метров. То есть, соответственно, если это все поставить в один ряд, это получится метров 160. И видите, здесь нет прогалов. Обычно еще остаются прогальчики все равно. Поэтому, ну, метров на 200 данная колонна
потянуло бы. В общем-то, вот такой вот видос. Ребята, пишите комментарии, какая моделька вам больше всего понравилась здесь. В общем-то, все. Вот такой видос с вас. Обязательно лайкос, комментос. Все, всем пока. И всем самое главное, что? Самое главное, конечно же, добра.